Каждый человек стремится добиться своей цели. Вот только средства у всех разные. Одни пытаются быть честными, другие же с легкостью идут по головам. Хотелось бы отметить, что каждый знак зодиака обладает своим характером, поэтому можно высчитать, от кого стоит ждать удара в спину и кому можно доверять. Астролог, психолог и парапсихолог Сергей Ланг напоминает, что это всего лишь общая статистика. «12 место. Лев-львы стремятся построить карьеру честным способом. Они не могут обманывать и не умеют совершать подлые поступки. Победа лживым способом не принесет им должного уважения, а для льва это имеет огромное значение. На протяжении 10 лет у певицы Софии Ротару есть собственный бизнес – отель в Ялте. Она очень внимательна к мелочам, коллегам и подчиненным и старается сделать все, чтобы постояльцы чувствовали себя максимально комфортно. «11 место. Овен умеет работать в команде, поэтому пытаться кого-то подставить он точно не будет. Овны устремленные люди, у них неиссякаемый запас терпения, чтобы прийти к намеченной цели. Предательство их не привлекает. Андрей Гайдулин не так давно открыл собственную пиццерию. Дело артиста всецело зависит от персонала, который с ним работает. Судя по всему, коллегам да и конкурентам не стоит опасаться. «10 место. Козерог. Козерог очень честный по своей натуре. Он старается работать так, чтобы все видели в нем только хорошие. Представители этого знака стараются сделать все, чтобы никто не смел сказать о них что-то плохое. Сергей Мазаев пробовал себя в качестве ресторатора. Однако кафе стало работать в убыток, а потому он решил оставить бизнес и заниматься более привычным для него делом. «9 место. Раку важен результат, и он стремится помогать как себе, так и другим людям. Рожденные под этим знаком зодиака никогда не будут стремиться подставлять других ради своей выгоды. Вынудить к обману его может только крайний случай. Григорий Лепс занимается разработкой эскизов ювелирных украшений. Правда? Свой бизнес он доверил супруге Анне, которая старается сделать все, чтобы заказчики получали аксессуары, отражающие их индивидуальность. «8 место. Телец-тельцы склонны идти вперед напролом. Они очень удачны в карьере, готовы убрать своего конкурента любыми путями. Но делают они это редко, только в случае, когда другого выхода нет. Миллиардер Михаил Прохоров время от времени становится объектом громких заявлений в свой адрес. Так, в 2008 году Владимир Потанин обвинил его в несоблюдении договоренностей в сделке.
Однако суд постановил, что эта информация не соответствует действительности и порочит деловую репутацию предпринимателя. Семь место. Рыбы в этом плане достаточно скользкие. Они ищут свою выгоду и будут общаться только с теми, с кем им комфортнее. В этом плане такие люди очень непредсказуемы. Режиссер Юрий Борецкий во время работы над фильмом «Николай Подвойский» заменил актрису Наталью Вавилову на другую. Дело в том, что он не стал ждать, когда девушка выйдет из больницы после травмы, которую она получила на съемках в его же картине. Шесть место. Вес очень осторожны. Им важны их собственная безопасность и спокойствие. Поэтому они долго будут думать, прежде чем совершить предательство. Но как только весы поймут, что не понесут никакого наказания за свои дела, они это сделают. Актриса Светлана Немоляева вспоминала, что Армин Джигарханян буквально отнял роль у ее мужа Александра Лазарева. Причем режиссер не стал говорить это напрямую актеру, а вызвал ее. Но в итоге в спектакле сыграл все же Лазарев, а Джигарханян был одним из первых, кто вышел на сцену с букетом для актера после представления. Пять место. Водолеи редко становятся инициаторами предательства, но они очень ведомы и часто становятся участниками сговора. Актриса Денис Ричардс предала дружбу с подругой ради того, чтобы завладеть ее супругом. Несмотря на то, что роман с мужчиной закончился неудачно, восстановить приятельские отношения с Хизер Лаклир так и не удалось. Четыре места. Близнецы играют двойную игру, и нашим, и вашим. Поэтому лучше не доверять им важные секреты и не рассказывать о своих планах. Эта информация может сыграть с вами злую шутку. В далеком 2000 году теннисистка Анна Курникова позволила себе нелестно выразиться о внешности актрисы Элизабет Херли. Возможно, спортсменка сделала это нарочно, чтобы о ней заговорили в прессе. Три места. Скорпион жалит очень больно. От представителей этого знака можно ожидать сильного предательства. Поэтому будьте внимательны с этими людьми. Так, ради собственного спокойствия актер Райан Гослинг просил режиссера фильма «Дневник памяти» заменить его партнершу по роли Рэйчел МакАдамс. Как оказалось, артисты не переносят друг друга. Но мужчина предпочел не сам отказаться от работы, а вычеркнуть коллегу. Два места. Дева не имеет совести и может с радостью устроить подлянку, а потом наблюдать за ситуацией со стороны. Причем вести себя будет так, что никогда не попадет в число подозреваемых. Отец Бейонсе рассказывал, что драка, в которую ввязалась ее дочь с мужем Джей-Зи и Соланж Ноулс, была не что иное, как акция для привлечения внимания к их персонам.
Мужчина хвастался, что им удалось всех обмануть и получить выгоду от собственных поклонников. Благодаря шумихе они смогли продавать больше билетов на концерты и свои записи. 1 место. Стрелец-стрельцы готовы идти по головам ради успешной карьеры. Их не будет мучать совесть, главное для них – быть на вершине мира. Актриса и певица Тейлор Свифт оставила Кельвина Харриса ради актера Тома Хиддлстона. Но их роман не был долгим. Мужчина обвинял избранницу в том, что она сделала из их отношений шоу. Но многие говорили о том, что этот роман был выгоден обоим. Тейлор оказалась в центре внимания, а британского актера заметили за рубежом.